Всем привет! Что же, так это видео будет большим, оно про то, что можно ли вообще сделать из мини-компьютера почти игровой за копейки. Да и не только из мини-компьютера, но и в целом, наверное, например, из ноутбука. Для этих целей я купил через китайских поставщиков на сайте Yoibuy специальный комплект конструктора, который будет служить основой для прокачивания мини-ПК. Стоит такая странная штуковина примерно 3500 рублей в пересчете на доллары. И это всего лишь база, которую нужно собрать вручную. Далее в эту базу нужно подключить видеокарту и блок питания, и в конце через специальный провод подсоединить M2 переходничок в мини-ПК. По идее все должно работать нормально. В этом видео я покажу, как все это делается, расскажу и что для этого нужно. Есть, конечно, вопросики по внешнему виду к такому решению, но обо всем давайте чуть позже, после небольшой рекламной паузы. Друзья, сегодня, когда даже домашние сборки уже тянут на уровень рабочих станций и требования к железу продолжают расти. Задачи вроде обучения нейросетей, 3D-рендера или аналитики больших данных требуют серьезных вычислительных ресурсов, особенно в части видеокарт, но не всегда есть смысл собирать дорогую машину под каждую задачу. В таких случаях удобнее и выгоднее арендовать сервер с GPU, например, от Selectel. Selectel — это один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России, предоставляет сервера с GPU, которые можно использовать в облаке с поминутной оплатой или арендовать как выделенные в зависимости от требований проекта. Это дает гибкость и возможность сосредоточиться на задачах, а не на покупке и обслуживании железа. Поддерживается как обычные, так и профессиональные видеокарты, включая последние модели NVIDIA. Все разворачивается через интуитивно понятную панель, работает стабильно и прозрачно, а стоимость аренды стартует от 29 рублей. Если вы работаете с вычислениями, графикой или машинным обучением, то регистрируйтесь в панели my.selectel.ru по ссылке в описании и настраивайте нужную конфигурацию, а при переносе проекта получите до 1 000 000 рублей бонусами. Это рациональный выбор для тех, кто ценит ресурсы и время. Пользуйтесь с удовольствием. Но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, начнем, пожалуй, постепенно с важных моментов. Это с мини-ПК, и данную модель я взял в качестве примера специально без наличия мощного видеочипа внутри, ну типа там Ryzen 780M и так далее. Тут стоит просто хоть и мощный процессор i9-13900HK на 14 ядер 20 потоков, но и при этом у него довольно средний видеочип внутри. Далее в этом компьютере 32 оператива DDR4 и, конечно, SSD на 1 терабайт. В целом, если посмотреть все общее на этот мини-компьютер, то его можно считать рабочей платформой, там, скажем, для офисных или, например, для мультимедийных задач. Да, есть, разумеется, встройка в этом процессоре 13900, если я не ошибаюсь, это Intel Iris Xe, и я проверил, действительно, на этом видеочипе можно запустить парочку игрушек несложных, и в целом результат довольно средний. Например, в контре Full HD на средних настройках с FSR баланс порядка у нас мы видим 50, возможно 60 FPS. Даже можно стрелять, но бывают просадки до 40, а для шутанов сетевых это довольно критично. Важно хотя бы это иметь стабильный 60 FPS минимум. Далее я запустил GTA 5, ту, что обновленную недавно вышла на этом мини-ПК, и тоже там все настройки стандартные, и тут уже, конечно, не получается 60 FPS. Ну так, в среднем от 35 до 40 с копейками. Тоже, наверное, я думаю, сойдет. Можно, если постараться, даже пройти этот GTA 5 спустя 10 лет, если по каким-то причинам вы не успели за эти 10 пройти. Ну, а в финале тестирования я также запустил Forza 5 часть, и тут тоже, можно сказать, мы получаем предел возможностей видеочипа встройки. И видим в среднем, ну так, примерно 25, ну, возможно 30 FPS с очень печальной кривой фреймтайма, что по сути не дает нормально, там, скажем, перемещаться по трассе с микрофрезами. То же самое и в Ведьмаке 3. Там вообще запустилось только на 11 директе, на 12 отказался запускать Ведьмак, и поэтому, да, можно сказать точно, этот мини-ПК от Geekom имеет мощный процессор, довольно мощный, и железо внутри тоже нормальное, но для запуска игрушек он точно подойдет только на самых низких настройках, например, 720p, чтобы получить заветные 60 FPS, такие, знаете, стабильные. Вот. Так что сразу я понимал, что в целом перспектива есть за счет именно процессора i9, он сможет выдать полную мощность для видеокарты, скажем, там 3060 или 4060, и можно в будущем попытаться подсоединить к этой шкатулке в виде компьютера, например, что-то самое простое, там, скажем, дешевое GTX 1650, чтобы даже на ее примере этой бюджетной видяшки задешево было понятно, насколько
насколько существенная может быть разница на фоне встройки в процессор i9. У меня валялась дома старушка 1650 видеокарта, хотя она стоит сегодня на секундочку почти 15 тысяч, но все равно это дешево, не 25 и не 30 тысяч там за ту же 3050 или 3060. И вот используя эту дешманскую 1650, мы подключим ее через тот самый набор из Китая за 3500 рублей. Собирается такой набор не быстро, в среднем у меня ушло примерно почти час, пока я понял, как там все закрутить и куда поставить, но то, что собрать его сможет любой, это абсолютно точно. Далее на эту платформу помимо установки видеокарты нужно еще и поставить блок питания, что питал эту самую видеокарту и саму платформу. Для этих целей у меня тоже нашелся дома старенький блок Hyper, не помню, вроде бы там чистыми 500 Вт валялся, без дела абсолютно не нужно. Самое интересное, что он модульный, это плюс, ведь все ненужные проводочки можно не подсоединять, и нам по сути нужен всего лишь один основной кабель на 24 пина, и на этом все. Почему так мало, вы спросите, проводов? Потому что видеокарта 1650 не нуждается во внешнем питальнике, у нее даже нет коннектора на 6 пин, и поэтому оставляем только один провод, и на этом все. В общем, подключили мы, значит, блок питания и видеокарту, вставили все это в слот, и в целом вид всей такой приблуды, скажем так, явно не очень симпатичный. Я бы даже сказал, хаотично все довольно смотрится. Не знаю, как можно решить данный вопрос с этими проводами, разве что можно просто найти какую-нибудь, например, коробку, вырезать там отверстие и сделать хоть какой-то внешний вид, но опять же, даже в коробке и даже имея форму, все равно всрато смотрится данный комплект. Это явно не тот вариант, что продается как отдельная закрытая платформа. Я думаю, вы видели всякие Oculink платформы, там и цена уже, знаете, не 3500, а почти 10 тысяч и больше. Так что да, выбираем или внешний вид ужасный, но дешево, или аккуратный вид, но цена в 3 раза больше. Это, понятное дело, здесь уже вам решать. Ладно, окей, идем дальше. И, значит, собрали мы весь комплект, и теперь надо законнектить все это к мини-ПК. Для этого берем ту самую плашку M2, и ее нужно подключить на проводе в один свободный слот, тот же M2. И желательно, чтобы это был скоростной NVMe слот для быстрых SSD, а не медленный M-SATA. И что самое интересное, такой слот есть в этом мини-ПК, но он всего один и занят при этом SSD-шником на 1 терабайт. А второй такой слот, он меньше по формату, и он обычный M-SATA, и он нам просто не подойдет физически. Таким образом, нам по сути некуда подключить наш переходничок, и можно сделать следующее решение. Можно купить, например, отдельно SATA SSD в формате 2260, что довольно редкое явление, или можно, скажем, подсоединить обычный SATA накопитель на 2,5 дюйма. Под такой накопитель как раз и есть на крышке сверху крепление, и думаю, так и поступим в нашем случае. Просто теперь придется ставить заново Windows на этот накопитель. Я купил его, кстати, вроде бы там за 2500 на 512, и в общем-то придется отказаться от M2 накопителя на 1 терабайт, потому что его банально некуда поставить. На его место мы подключим тот самый переходничок от видеокарты. Короче, сделал я все эти манипуляции, поставил новый накопитель, поставил Windows, и теперь, подсоединив переходничок от нашей колхозной станции, можно точно сказать, что все готово и можно в принципе включать нашу станцию. После включения, конечно же, нужно поставить драйвера на видеокарту 1650, что я и сделал, и таки да, реально Windows видно, что появилась GTX 1650, и с первой попытки она завелась без лишних проблем и всяких там ошибок. Короче, на Windows 11 все отлично работает без танцев с бубном, просто все, что нужно, это поставить драйвера на вашу видеокарту, и на этом все. И даже я сам честно удивлен, что все запустилось сразу без лишних проблем. Иное дело, что сам Windows 11 стал медленнее работать, то есть заметно не так быстро работать. Я не знаю, честно, с чем это вообще связано. Возможно, что сам переходничок, то есть разделил линии PCI-Express, как-то вмешался, в общем, пропускную способность, но то, что Windows стал заторможенным, так скажем, в 3 раза хуже работать, это уж точно. Не думаю, что проблема в том SSD-шнике накопителе 2,5 дюйма. Видимо, как-то некомфортно Windows при подключении странной приблуды китайской в слот M2. Но зато, внимание, при запуске игрушек никаких заторможенностей абсолютно нет, и все работает стабильно как часы. Просто провод трудится на полную силу, видеокарта тоже почти на полную, и, например, в том же самом Counter-Strike, если было, помните, 55, там, возможно, с натяжкой 60 FPS на средних, то теперь
Теперь видим у нас от 140 до 160 FPS с просадками до 130 примерно, что ну явно более комфортно для сетевых штанов, чем те же самые 55, не знаю, там 50 FPS. То же самое и касается GTA 5. На стандартных Full HD от 100 до 130 FPS. И можно даже ставить, я не знаю, там высокие настройки, думаю, проблем абсолютно не будет. Без видеокарты было там, по-моему, 30-45, то есть почти в 3 раза лучше работает с видеокартой 1650. И видяшка при этом загружена почти на 100%. Ну ладно, окей, если сравнить результаты до и после, то, например, в Forza 5 и Ведьмаке 3, то, что с трассировкой, то они тоже в среднем там, ну, 2, возможно, там 2,5 раза лучше на видеокарте 1650. Исчезли бесконечные статоры, и кривая фреймтайма стала, ну, более адекватной, и можно сказать, что даже можно назвать сей мини-компьютер почти нормальным для игрушек. И это при том, что я использовал обычную, самую дешевую 1650 и далеко не 3050 или там, например, 3060, что в 3 раза быстрее той же самой 1650, это точно. И понятное дело, все это, конечно, замечательно, но как мы видим, с этим нужно повозиться. И внешний вид тоже такой конструкции, ну такой себе, скажем, вызывает желание вообще спрятать все это подальше с виду. И, кстати, да, крышка нижняя на мини-ПК тоже не закрывается из-за кабелей, поэтому он обрел такой полуразобранный вид, данный компьютер. Короче, я не знаю, с одной стороны, да, мы решили вопрос запуска игрушек, но пришлось пожертвовать SSD-шником, потому что вместо него поставился тот самый переходничок, и также пришлось как бы, ну, все это разобрать, делать уродливый вид, плюс, если посчитать все это железо, то мы потратили 15 тысяч, скажем, на видеокарту, далее 5 тысяч примерно за блок питания, плюс сама китайская штуковина 3,5 тысячи, и в сумме все это выйдет примерно 23, возможно 24 тысячи. За эти денежки можно просто купить мини-ПК с мощным видеочипом, вроде там Radeon 890, и он будет по цене, ну там плюс-минус такой же, что собрать данного монстра 1650, и при этом вы получите такие же, ну там примерно такие же результаты при запуске игр. Так что, да, такое решение с внешней видеокартой правильно, я думаю, если у вас уже дома есть какой-нибудь там, не знаю, старенький мини-ПК, и вам не жалко потратить там, скажем, 23-24 тысячи, но покупать новый мини-ПК, например, за 50 тысяч плюс такой же комплект с Китая за 24 тысячи, это, конечно, довольно странно. Проще взять уже, скажем, за 70 уже с нормальным видеочипом внутри. В общем, вот такая вот история. На этом у меня все. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк, пишите в комментарии, что вы думаете о таком решении. Ну а мы с вами увидимся уже очень скоро. Всем еще раз не болеть и до встречи на канале. Всем пока-пока.